Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Очень всем рады. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узоров уже очень много. И для вашего удобства вы заглянете в плейлист и посмотрите определенной тематики узорчики. Да? Узоров очень много. И ажурные, и простые узоры, и плотные, и преимущественно разноцветные. Почему разноцветные? Это потому, чтобы вам показать особенности вот рядов, да, узорчиков, переходов и так далее. То есть вы можете вязать так, как вы хотите, любым материалом, да, то есть не обязательно таким, которым показываю я. И, естественно, я надеюсь, вам видео понравится, вы ставите свои лайки, комментарии напишите и подпишитесь на канал, чтобы не потерять его, и нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда появится новое видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам огромнейший привет. Вы моя большая группа поддержки. Я очень рада, что мы с вами встречаемся на этом канале. Большая вы моя помощь, поддержка и очень много теплых, приятных слов от вас читаю. Вы большие фантазеры, спасибо вам за идеи, за различные. Я к вам с новым узорчиком. Ниточки у нас, мы уже с такими ниточками работали, да, в другой цветовой палитре. Alize Angora Gold Simli. Новички, смотрите внимательно. Мастера уже знают эти ниточки. 100 граммов 500 метров у них здесь. Состав 75% акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, как она так вот блестит. Смотрите, что говорит нам производитель по поводу крючка. От 2 до 4. Угу. То есть, если вы хотите, чтобы вязание было поплотнее, берете тоньше крючок. Если более рыхлое воздушное, берете более толстый крючок. Я беру 3. Мне, в принципе, этого достаточно. И приступаем. Да? Я все время делаю на своем канале узорчики небольшие, в пределах 30 петелек. Сегодня у нас будет 39. Ну, так скажем, узорчик, и по краю мы добавим еще по 2 петельки по 2 столбика. Итого мы наберем с вами 39 воздушных петелек. Итак, новички, смотрите, ниточка сама по себе очень классная, но она, видите, какая пушистая, и она из нескольких ниточек состоит. Поэтому вяжем аккуратно, не торопимся, нас никто не торопит. И если вдруг что-то неправильно там связали, да, распустить можно. Долго будет, дольше, чем обычно, да, но можно. Итак, обычная петелька фиксации, ничего сложного, все как всегда. И набираем 39 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Угу. Вот такой наш будущий образец. Нам этого будет вполне достаточно. Итак, 3 воздушные петельки, петельки подъема. 1, 2, 3. А теперь внимательно посчитайте 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. Следующую петельку цепочки точно так же вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. То есть столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Вот так вот в каждую петельку цепочки, да, в каждую петельку в косичку вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Первый ряд всегда вяжется чуть помедленнее, чем остальные ряды, но зато у вас получается аккуратненько. Новички отрабатывают навыки вязания столбиков с накидом. Мастерицы быстренько провязали до конца ряда, переключаемся на наш узорчик, да. Это у нас будет как бы вспомогательный ряд. Ну, естественно, в палантинчике это будет краешек, да, получается, наша ширина. Угу. Давайте до конца ряда провяжем столбики с накидом, а в конце ряда я вас встречаю. Итак, я надеюсь, получилось у вас, да, весь ряд полностью столбиками с накидом, ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узору. Сам узор я поставлю на экране, а также продублирую в инстаграме, то есть вы можете зайти, посмотреть и так далее. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И начало и конец ряда мы будем заканчивать 3 столбиками с накидом. Первый это у нас имитация столбика, да. То есть следующий столбик мы провязываем столбиком с накидом 1. И еще один столбик с накидом 2. Итого у нас получилось 3 столбика. Угу. Просто запомним, что у нас начало и конец так будет ровненько, да. Вот если для палантинчика вообще будет шикарно. Итак, что делаем дальше? Накид. Здесь мы пропускаем 1 столбик в нижестоящем ряду. И в следующий столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом.
2 воздушные петли и сюда же еще 2 таких же столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. У нас с вами получается как бы вот такой вот веерочек. Угу. Веерочек. Дальше что мы делаем? 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. А в нижестоящем ряду пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. В 5 столбик в верхушку вводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Опять пропускаем 4 столбика внизу. Раз, 2, 3, 4. В 5 столбик провязываем точно такой же веерочек. 2 столбика с накидом. Раз, 2. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Раз, 2. Вот. Понятно? То есть у нас, получается, будут чередоваться веерочек, столбик, веерочек. Следующий, получается, будет столбик. Итак, 3 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. В 5 провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Пропускаем 4 столбика. Раз, 2, 3, 4. В 5 провязываем опять веерочек. Принцип понятен, да? То есть веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик. И так провязываем до конца ряда. Не забывайте, что в конце мы провязываем 3 столбика. Крайне наших, так скажем, кромочные столбики, да? Но в конце ряда я вас встречу. Так что не тушуйтесь, не переживайте. Я вас встречу. Итак, до конца ряда провязываем. Вы большие молодцы. Давайте. Итак, смотрите, практически провязали до конца. Да? Вот последний наш веерочек. А дальше мы будем заканчивать точно так же, как начинали. То есть мы с вами пропустим всего лишь 1 столбик. И последние 3 столбика провязываем столбиками с накидом. Так, то есть у нас начало и окончание ряда одинаковые. Так, и вот наши 3, назовем их кромочные столбика. Есть. Готово. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И опять, да, помним, что у нас здесь 3 столбика кромочных. Первый мы провязали за счет петелек. Второй столбик с накидом. И третий столбик с накидом. Дальше мы с вами будем вязать точно так же весь ряд, как и предыдущий ряд. Первый. То есть там, где у нас будет веерочек, мы провязываем веерочек. Столбик с накидом в арочку. Раз. В эту же арочку еще 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же столбик с накидом и столбик с накидом. Есть. Вот, над веерочком будет наш веерочек. Потом опять также 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И вот мы с вами внизу провязывали столбик без накида. Мы точно так же в него ныряем в верхушечку, да, несложно. Вытягиваем ниточку и точно так же провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки и опять веерочек, веерочек. Несложно, да? То есть полностью весь ряд вы провязываете точно так же, как предыдущий ряд. То есть вообще никаких сложностей возникнуть не должно, верно? 2 воздушные петельки и сюда же опять 2 столбика с накидом. 3 воздушные петельки и там, где столбик без накида, в него провязываем столбик без накида. Все. Понятно? Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Посмотрим, что у вас получилось, что у меня, да? Давайте. Так, я надеюсь, у вас получилось, да? Ничего сложного. Повторили предыдущий ряд. Что делаем дальше? Опять 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Дальше наши крайние вот эти вот столбики провязываем, да? Чтобы у нас получилось итого 3 столбика. Есть. А теперь смотрите внимательно. В начале веерочек мы будем повторять точно так же, как мы и вязали. Так? То есть в арочку ныряем, провязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же в арочку провязываем 2 столбика с накидом. То есть веерочек над веерочком сохранился. Есть. А вот дальше, смотрите, набирайте 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся точно так же к столбику без накида, столбиком без накида. А вот здесь внимательно. 2 воздушные петельки. Поворот. И теперь мы обратно возвращаемся вот по нашим этим воздушным петелькам столбиками с накидом. Угу. И желательно попадать именно петелька в петельку. Раз. Столбик с накидом. 2. Столбик с накидом.
3. Так просто будет красиво. Если будете в арочку, как бы просто, да, утопать, вот так вот, ну, вот так вот в арочку, да, это одно. А когда будете непосредственно в петельку, будет намного симпатичнее, лучше выглядеть. 4. Так. И последний будет у нас вот так вот сюда 5. Есть. Вот мы с вами провязали столбики. Дальше опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся. Точно так же провязываем 5 столбиков с накидом. Вот получается, тут уже за верхушки столбиков беремся. 1, 2, 3, 4. И 5-й столбик у нас будет вот за петельку подъема, которую мы с вами провязали, да, в предыдущем ряду у нас было 2 петельки. Вот, за последнюю петельку беремся, так вот тоже провязываем столбик с накидом. У нас с вами получился вот как бы такой квадратик или ромбик. Угу. Дальше что делаем? Теперь мы с вами присоединяемся к нашему вот этому веерочку и обычно провязываем обычным способом веерочек. То есть 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Понятно? Вот так вот у вас должно получиться. Переходим дальше. Опять у нас, помните, воздушные петельки. Точно так же провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к столбику без накида. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, поворот. И провязываем 5 столбиков с накидом. 1. Прям в цепочку, непосредственно в косичку. 2. Аккуратненько. 3. 4. И последний столбик 5. Провязали. Дальше опять 3 воздушные петельки и поворачиваемся опять назад. Будем доделывать наш квадратик. Точно так же провязываем за верхушки предыдущего ряда за столбики 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. И вот у нас были последние, да, 2 петельки подъема. За последнюю петельку беремся и провязываем вот таким вот образом столбик с накидом. Вот так. Понятно? У вас будет получаться как бы квадратики наискосок. Все. И дальше опять тот же самый веерочек. И у вас останется веерочек. И самостоятельно провяжите здесь еще один квадратик. Веерочек. И я вас в конце ряда встречаю. Договорились? Давайте. Получится красиво-красиво. Так, у вас такая же красота, да? Веерочки, 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 а между ними вот такие вот прямоугольнички, да? И что я могу сказать? Все, на этом узор закончится. Дальше будет только повторение. Представляете? Вот такая вот красота будет у вас дальше повторяться. Но я вам помогу, подскажу. Итак, давайте еще раз. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Дальше 1 столбик с накидом. 2 столбик, да, с накидом. Итого по итогу вместе с петельками подъема 3 столбика. Веерочек, веерочек. То есть у нас там, где веерочки, вот прям до конца, до вашей нужной длины, до вашего палантина, возможно, там в кофточке будете использовать данный узорчик. Вот где веерочки, там так веерочки и будут. То есть это вообще ничего сложного. А вот здесь получается, после того, как мы с вами сделали вот такой прямоугольничек, мы повторяем первый ряд. В первом ряду, вспоминайте, у нас было 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше цепляемся за самую верхушку. Помните, мы здесь делали 3 петельки подъема. За самую верхушку цепляемся за петельку и провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И там, где веерочек, у нас веерочек. Все. Вот это у нас получается повторение первого ряда. 2 воздушные петли сюда. И опять 2 столбика с накидом. И повторю еще раз. 3 воздушные петельки. Цепляемся за 3-ю петельку подъема нашего вот этого прямоугольника. Так. Цепляемся. Вытягиваем ниточку. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. И опять наш веерочек. Поняли, да, принцип? Вот. Класс. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, мастера-мастерицы закончили до конца ряда, провязали, да? Я тут уже начала новый ряд и решила все-таки провязать дальше его с вами. Итак,
Второй ряд мы провязываем точно так же, как мы провязывали второй ряд здесь. То есть мы повторяем предыдущий ряд, да. Первый, второй у нас одинаковый. То есть будет первый, второй одинаковый. Итак, 3 петельки крайние провязали, да, вернее 3 столбика крайние провязали. Дальше опять же наш веерочек. Раз, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, сюда же 2 столбика с накидом. Ниточка очень приятная на ощупь, мне прям нравится. И опять 3 воздушные петельки после веерочка. Раз, 2, 3. И присоединяемся вот к столбику без накида. Угу. Раз, 2, 3. И опять наш веерочек. Поняли, да? То есть мы провязываем 2 первых ряда, которые мы провязывали изначально. Вот первый, второй. То же самое мы делаем и здесь. Первый, второй. Вот. Точно так же провязывайте веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек и 3 столбика. Да? И здесь я вас встречу. Потому что будем опять вязать прямоугольничек. Только он будет немножко в другую сторону. Но я вам покажу. Итак, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Несложно. Давайте. Итак, смотрите. Провязали второй ряд, да, наших веерочков. Столбиков без накида. И дальше следующий ряд мы будем делать вот такие же прямоугольнички. Вспоминаем. Итак, 3 петельки подъема я уже сделала следующего ряда, поворот и крайний провязываем наши столбики с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Опять наш веерочек, все то же самое. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом в арочку, 2 воздушные петельки и сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Вспоминаем, помните, делали 5 воздушных петелек, точно так же и здесь делаем. Раз, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся столбиком без накида к столбику без накида предыдущего ряда. Есть. 2 воздушные петельки, поворот. И возвращаемся по нашим вот этим вот петелькам воздушным, по этим косичкам. 5 столбиков с накидом провязываем. Раз. Следующую косичку. 2. Если вдруг у вас не получается тоненькая ниточка, ну вяжите тогда вот так вот в арочку. Угу. А если получается, то лучше, конечно, в петельку. 3, 4 и 5. Аккуратненько в косичку. Есть. И далее точно так же. 3 воздушные петельки, опять поворот. И по этому квадратику возвращаемся обратно. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом и в петельку подъема, да, в самую крайнюю, делаем еще 1 столбик с накидом. Есть. Вот наш прямоугольничек получился. Присоединяемся сразу же веерочком к веерочку. Угу. Смотрите, какая особенность. То есть вы провязываете все то же самое, но если внимательно посмотреть по столбикам, куда они смотрят, то эти столбики смотрят в одну сторону, эти в другую. Все, вот единственное отличие. То есть вы не запутаетесь, вы не потеряетесь. Вы поняли принцип, да? Все. Вот давайте опять также провязывайте до конца ряда. Затем вы провязываете 2 ряда обычными, вот как вот первый, второй ряд, обычные веерочки, обычные столбики. Потом опять идет квадратик. 2 простых ряда, квадратик, 2 простых ряда, квадратик и так далее, и так далее. И растет, растет, растет ваш узорчик. Будет шикарно. Угу. Давайте встретимся через несколько рядочков. Посмотрим, что получается. Договорились? Получится здорово и классно. Давайте. Итак, смотрите, какая получается красота. Я надеюсь, у вас так же, а может даже лучше. Смотрите, наши прямоугольнички, да, в какую сторону? Первый ряд смотрит, второй ряд в другую сторону смотрит, третий ряд смотрит такой же, куда и первый ряд. От этого узорчик становится более интересным, да, не таким скучным. Итак, смотрите, девчата, допустим, вы вязали палантин, вязали, 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 вязали нужной вам длины, и все, например, финал. То есть вы можете просто остановиться и провязать дальше столбиками с накидом, как здесь. Ну, вы скажете, Оль, ну тут как бы, да, волны. Хотелось бы немножечко выровнять. Может быть, это у вас будет кофточка. То есть это может быть полочка заканчивается, либо да, заканчивается спинка. Ну, хочется ровненький край. Давайте сделаем точно так же, как мы делали здесь в самом начале. То есть выравниваем. Итак, смотрим. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Здесь мы провязываем точно так же наши столбики. То есть все, как мы вязали. Начало и конец ряда у нас будут одинаковые.
Дальше 1 воздушная петля. Так? А здесь мы с вами сделаем не столбики с накидом, да, а столбик 1 без накида. Так? Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И там, где столбик без накида, мы здесь провяжем столбик с накидом. То есть наоборот. За счет этого будет краешек выравниваться. 4 воздушные петельки. И там, где у нас большая вот эта арочка, мы тут провяжем столбик без накида. 4 воздушные петельки. И там, где столбик без накида, столбик с накидом. Понятно? Вот, если внимательно посмотрите, то то же самое у нас было здесь. Одну петельку мы пропустили, в одну провязали веерочек. 4 столбика пропустили, столбик без накида, да? Вот все то же самое. То есть мы повторяем здесь то же самое, просто мы столбики поменяли, как бы столбик без накида и столбик с накидом сделали. 1, 2, 3, 4. Дальше веерочек, столбик без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И в столбик без накида здесь делаем столбик с накидом. Опять 1, 2, 3, 4 и столбик без накида. А вот здесь мы сделаем всего лишь одну воздушную петельку, да? Потому что у нас в самом начале, в самом в конце здесь было, пропускали по одной петельке. И сюда провязали наши 3 столбика. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Если внимательно посмотреть, край выровнялся. Все, видите? Вот он ровненький. Теперь здесь можно спокойно провязывать столбиками с накидом. Да? Вот. Давайте замерим. Интересно, сколько же у нас получилось в сантиметрах, если мы с вами набирали. Здесь получается 39 петелек. Вы здесь по краешку, если захотите, можете брать и шире. И 5 столбиков можете брать, и 6, и 10, да, вот этот краешек палантинчика. И основание у вас здесь может быть тоже несколько рядочков столбиками с накидом. И здесь тоже может быть столбики с накидом, несколько рядочков, да, то есть на ваше усмотрение. Когда вы меня спрашиваете: Оль, сколько нужно взять пряжи, девчат, ребят, я не знаю, какого у вас будет ширины, да, и какой у вас будет длины палантин. Может быть, он у вас будет в ширину метр, а может быть 80 сантиметров. Может быть, у вас будет в длину 2 метра, а может быть 1,80 м, а может быть 2,5 метра. Вы ориентируйтесь на свой образец, посчитайте непосредственно, сколько на эту площадь пошло у вас пряжи, да, взвесьте, замерьте, и потом пересчитайте на тот площадь, которая вам нужна будет, какую вы планируете, понятно? Потому что, как бы, ну, каждому сказать точно конкретно нельзя. То есть это ваша фантазия. Я показала узорчик, а вы его, естественно, уже дорабатываете дальше сами. И шире делаете, и длиннее, и так далее. Угу. Итак, набирали 39 петелек. Это у нас 20 сантиметров. Шикарно. И тут получается по рядочкам. Давайте по веерочкам посчитаем. Это первый наборный столбик, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну и последний, как бы, да, такой 13. Ну пусть будет 13 рядов. Это 14,5 сантиметров. Угу. И зная, получается, длину, зная ширину, вы, естественно, рассчитаете данный свой прямоугольничек, площадь, взвесите данный образец, сколько это будет у вас в граммах, пересчитайте, какая у вас пряжа, сколько у вас пряжи в граммах, да, в вашем моточке, пересчитайте на этот образец. Девчата, ребята, это несложно, так? Если вы уже вяжете, вы должны как бы эти моменты знать. Вот. Надеюсь, видео вам понравилось. Да, как всегда, жду ваши лайки, жду ваши комментарии. Может, кто-то уже этим узорчиком вязал. Узорчик ходит в интернете. Это не новый узорчик. Возможно, кто-то с ним уже работал. Предлагайте свои идейки, куда можно использовать данный узорчик, кроме палантинчика. Да? Я хочу палантинчик, поэтому искала безумно, какой можно узорчик найти. Возможно, нашла. Посмотрим. Если что, в инстаграме покажу результат. Да? Встречаемся в инстаграме. Итак, жду от вас лайки, комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда появится новое видео на канале. И, девчата, под видео, ребята, под видео находится стрелочка «Поделиться». Нажимайте на эту стрелочку, делитесь со своими друзьями в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.